Обзор 33 типов вооружений и спецтехники Российской Федерации, выявленных Международным разведывательным сообществом «Информнапалм» в оккупированных частях Луганской и Донецкой области в период боевых действий с 2014 по 2016 год. ГАЗ-23-3014 «Тигр» зафиксирован в Луганской области. Установлена принадлежность к 136-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. ГАЗ-3937 «Водник» зафиксирован в городе Сорокино, бывший Краснодон. КАМАЗ-4326 «9 Выстрел» состоит на вооружении 7-й военной базы РФ в Гудауте. Также используется региональными спецподразделениями ФСИН РФ. Зафиксирован в Луганске и Луганской области. Бронетранспортер БТР-82А зафиксирован в Луганской области. Установлена принадлежность к подразделению 18-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Танк Т-72Б фиксировался в Луганске, Дебальцево, Макеевке. Установлена принадлежность к 5-й танковой бригаде Восточного военного округа ВС РФ. Танк Т-72БА. Зафиксировано уничтожение российских танков данной модификации под Старобешево. Установлена принадлежность к 21-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Танк Т-72Б3 фиксировался в Луганске, Иловайске, Дебальцево. Задокументировано уничтожение Т-72Б3 в окрестностях Дебальцева. Установлена принадлежность к 6-й отдельной танковой бригаде ВС РФ. Еще один Т-72Б3 был захвачен украинскими военными в бою под Иловайском. Танк Т-90А образца 2006 года выявлен в Луганской области. Установлена принадлежность к 136-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Танк Т-72С1 попал на вооружение ВС РФ в 1993 году после срыва ряда экспортных поставок. В Украину не поставлялся. Выявлен в поселке Белое. Грузовик КАМАЗ-5350 «Мустанг» фиксировался на территории Луганской и Донецкой области. Отмечено уничтожение грузовика в городе Хрустальный, бывший Красный Луч. Грузовик «Урал-63-2301» фиксировался в Донецкой области. Грузовик «Урал-43-26» фиксировался в Луганской области. РСЗО-2Б-26 фиксировался в городе Чистяково, бывший Торез. РСЗО-9К-58 «Смерч». 22 января 2015 года установка 9К-58 была замечена в оккупированном городе Макеевка. 10 февраля 2015 года со стороны боевиков был произведен ракетный обстрел военного аэродрома и жилых кварталов города Краматорска. Погибли и получили ранения украинские военные и мирные жители. Станция наземной артиллерийской разведки 1РЛ-232-2М фиксировалась в городе Дебальцево. Тактический зенитный ракетный комплекс 9К-330 ТОР, 9К-331 ТОР М1 и 9К-332 ТОР М2 ЗРК 9К-330 фиксировался в городе Донецке, а его новейшая российская модификация 9К-332 фиксировалась в городе Шахтерске. Самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс 96К6 «Панцирь С-1» фиксировался в городе Луганске и Шахтерске. Радиостанция Р-166-05 фиксировалась в Дебальцево. Радиостанция Р-441-ОВ «Ливень» фиксировалась в Луганске. КШМ Р-149-БМР «Кушетка-Б» фиксировалась в Луганской области. РБ-34-1В «Леер-3». Впервые комплекс был показан в 2015 году. Фиксировался в Донецке. Российские автоматизированные станции радиопомех. Р-37-8Б Борисоглебск-2 фиксировался в Стаханове и Луганске. Р-934УМ фиксировалась в Луганске. Р-330Ж «Житель» неоднократно фиксировался в Макеевке и Горловке. Торн проходит испытания в ВС РФ, фиксировалась в Донецке. Российская станция помех радиовзрывателем боеприпасов «Ртуть-БМ» фиксировалась в Донецке. РБ-63-6АМ2 «Свет-Ку» фиксировался в Луганске. Российские БПЛА разработки 2010 года, которые были замечены в Дебальцево. БПЛА «Гранат-1» и «Гранат-2». Российский «Форпост»
20 мая 2015 года БПЛА данного типа с номером 923 был сбит украинскими военными в Донецкой области. Информнапалм установлено, что БПЛА «Форпост» стоят на вооружении лишь в 5 воинских частях ВС РФ. Общее количество 10 единиц. БПЛА «Орлан-10» фиксировался в населенных пунктах Зеленополье и Амросиевка. Элерон-3 СВ фиксировался в населенном пункте Еленовка. Российский БПЛА «Застава» был сбит украинскими пограничниками в районе населенного пункта Герасимовка. Подробнее о фиксации каждого из перечисленных типов вооружения на Донбассе читайте в ОСИНТ-расследованиях Информнапалм из описания к видео. Собранные материалы доказывают главенствующую роль Российской Федерации в разжигании войны на востоке Украины, спонсировании терроризма и проведении специальных военных операций на украинской территории. Международный военный трибунал ждет каждого российского военнослужащего и наемника. Российские офицеры, политики и другие исполнители преступных приказов Кремля. Еще не поздно начать давать показания, которые смогут смягчить ваше наказание и вину. Вы начали эту бессмысленную войну, и вы можете ее закончить. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Майдан Незалежності. Next station, Майдан Незалежності.